ребята, попадая в боевые полевые условия, получают очень часто проблемы с поясницей, с коленями, в общем, всем суставным аппаратом. И как бы возникла идея предложения, что руководство поддержало, провести небольшой интенсив, консультацию, как можно минимизировать эти проблемы в полевых боевых условиях, как предотвратить их в будущем. В общем, попытаемся донести свой небольшой опыт, надеемся, он вам будет полезен. Первое, что хотел бы сказать, причиной возникающих проблем со спиной и вообще суставным аппаратом, которые причиняют проблемы, волевые и так далее. В первую очередь это касается мышечной атрофии. Она возникает в результате ограниченного пространства, в котором долго находиться. То есть долгое нахождение в окопе, долгое нахождение в блиндаже, в любом замкнутом пространстве, оно ограничивает ваши привычные действия. Сейчас мы все тренируетесь, тело находится в тонусе. Но любой человек, тем более, который мало тренировался или не занимался до этого с отягощениями, попадая в это замкнутое пространство, мышцы перестают работать в привычном диапазоне. То есть движения сокращаются, уменьшаются и минимизируются. Дальше идет нарушение нейромышечных связей. В случае критической ситуации мозг дает команду на быструю реакцию, но мышцы отвыкают реагировать. И поэтому возникает проблема такого рода. Тем более усугубляется она тем оборудованием, которое на вас висит. Это большой вес. И так как тело до этого не приучено было к такой нагрузке, каждый день работая гранатометы, бронежилеты, то есть эта нагрузка также она является из ряда вон и не является постоянной для обычного образа жизни. Это вторая причина, которая вызывает эти проблемы, связанные с поясничным отделом, с коленями и так далее. Третья причина, основная, это статическая нагрузка постоянно на позвоночный столб. Проведя несколько часов в этой снаряжении, ваш позвоночный столб испытывает постоянную компрессионную нагрузку. Отсюда возникают спазмы мышечные, которые начинают блокировать действие нервных окончаний. И в случае критической ситуации возникновения, то есть резких поворотов, где-то надо наклониться, прыгнуть, это также эти спазмы могут повлиять на возникновение межпозвоночных грыж, протрузий и прочих неприятностей, которые впоследствии могут вывести вас из строя. Первая причина, способ, как этого избежать, это попытаться научиться правильно наклоняться, правильно приседать, чтобы минимизировать эти риски. Как показывает опыт и практика, многие люди делают это достаточно не совсем корректно, отсюда и возникает проблема. Если кто-то хочет, может попробовать, допустим, на примере бронежилета поднять его, продемонстрировать. Есть желающие? Сейчас момент один. Почти правильно, да. Сделал через ноги, нижней точки держится. То есть сел на колени, да. Главное, чтобы избежать проблем, задействовать мышцы спины и мышцы ног одинаково. То есть просесть глубоко, одинаково включая спину и одинаково включая ноги. Если мы сядем сильно вертикально, у нас в этом месте у вас будет постоянно нагружен коленный сустав. Мышца максимально растянута. То есть она находится родина, поэтому надо подключить мышцы спины, позвоночника. Поэтому вот присели, взяли, подняли. То есть вот так вот, со спиной. То же самое, если сидим долго, и вам просто ноги затекли, надо встать. Тоже вариант подъема с вертикальным корпусом перегружает коленный сустав. Поэтому если есть возможность облокотиться руками на колени, приподнять немножечко спину и подключить ягодичные мышцы. То есть таким образом у нас получается работать мышечные массивы связаны. Ноги страхуют спину, когда ногам опускаемся. Все движения ни в коем случае нельзя наклоняться с перекосами. То есть мы всегда наклоняемся, ногами страхуя спину. А колени страхуют ягодичные мышцы. Это очень сильная мышца, очень плотная в поперечном сечении. Поэтому, чтобы встать, немножко приподнимаем, задействуем и спины, поясницу, и ягодичную мышцу. Если есть возможность, отталкиваемся. Если нет, все равно нагрузка на коленные суставы из этого растянутого положения мы выводим, минимизируем. Это как бы самые два простых правила.
бы сказал, основные, которые позволят избежать этого положения. Округленный позвоночник – это главная проблема срыва спины. Тем более, если добавить это все, ноги можно ставить по шее. Вот. Отсеять. Корпус немножко более параллельный. Вот. У нас в правом носителе задействуется спина и ноги. Раз, два. Раз, два. То же самое, если, допустим, два человека ведут какой-то общий курс. Например, говорит, тарелка винограда, весит до 100 кг. То же самое, подсели, с всех сторон взяли и аккуратненько приподнимаем. Еще мне озвучили сегодня проблему, которая возникает с коленными суставами в результате прыжков. Да? Если с брони, ну тут в принципе не важно что. Что происходит в этот момент у большинства людей, я вот взял нравится случай, попытаюсь продемонстрировать. Как прыгает большинство людей? Правильно? Вот. Если получается желательно, то же самое, нагрузку надо перенести с коленных суставов на ноги и уйти как можно глубже. В этот момент ударную нагрузку с колена переносим на работу мышечных групп. Те же самые бедро, ягодичная и спина. Чем дальше глубже ушли, тем меньше испытывает перегрузку коленных суставов. По этому моменту есть вопросы? Приземление на носке или на полосе? Приземление, тут, конечно, будет зависеть в вашем случае от поверхности. Тут очень тяжело будет скорректировать. Носок, пятку, это, наверное, практически невозможно. Главное в этот момент, чтобы не было резкой ударной нагрузки на сустав. Избегать. Не глупая, мягко уходим вниз. Чем мягче и глубже просес, тем меньше будет ударная нагрузка на коленный сустав. То же самое, добавить сюда бронежилет всю единицу. Если остаться в этом положении не глубоко, прессовая лед перегружается, просаживаясь вниз, правило номер ноги, подстраховывают поясницу, подстраховывают спину. Есть вопросы? И следующий момент, хотелось озвучить. Понятно, что в полевых условиях заниматься той физкультурой, которой вы занимаетесь сейчас, это будет, наверное, практически невозможно. Но все зависит от интенсивности, как понимаю, боевых действий. И есть несколько упражнений, которые помогут вам поддержать так называемые нейромышечные связи. То есть что это такое? Это фактически зарядка. То есть если заниматься интенсивно в поле, это тоже вредно. У вас должен находиться организм в режиме полного энергосбережения. То есть, если человек перетренировался, мозг дает команду отдыхать. В случае возникшей экстраординарной ситуации, резко, мозг дает команду, тело не успеет отреагировать. То есть это как наелся человек, он хочет спать. Перетренировался, он хочет отдыхать. Поэтому тяжелые тренировки, там, пытаться там, много раз подтягиваться или много раз отжиматься, это будет вредно и даже опасно. Но небольшой заряд в течение дня, 10-15 минут, если есть возможность, сделать это можно и нужно, чтобы мышцы не атрофировались полностью, когда он даст команду по ситуации реагировать, эта связь будет не нарушена, она будет активна, и вы сможете быстро на нее отреагировать. Первая группа упражнений, я назвал их образно активными, это самые простые. Приседания, отжимания, подтягивания. Что касается приседаний, достаточно сделать буквально один подход с чем-нибудь, с чем-то связано. Это может быть бронежилет, можно делать с выносом, можно с подъемом, если позволяют полевые условия. То есть таким образом вы прорабатываете какую нижнюю часть, которая у вас будет спрыгнуть с брони, которая позволит присесть для тяжести, перенести неважный груз, оборудование, не дай бог, раненого товарища. Можно это делать с автоматом, с бронежилетом, с бронежилетом, можно без ничего. Но еще раз говорю, то есть вся эта зарядка должна занять у вас минимальное время. 10-15 минут, буквально один подход. Присели, на выносливость поработали, мозг задействовал связь с мышцами и все. Второе – это подтягивание. Почему я приготовил эти штуки, так называемые корейцы самодельные? Их можно сделать с любой веревкой, с любого способа, чего угодно, то, что вас выдержит при появлении две рукоятки. Чем они будут полезны, чем они отличаются от обычных подтягиваний? Во-первых, когда вы висите на турнике, не важно, ваше тело не все может расслабиться. Мышцы будут тонизированы. Поясничное тело может расслабиться в двух планет,
Благодаря таким веревкам вы можете снять компрессию позвоночника, которая у вас возникает в течение целого дня, который мы ранее говорили, постоянно компрессионная нагрузка на позвоночник. Благодаря такому нехитрому приспособлению вы можете его растягивать. Просто находясь в этом положении, вы расстоитесь ниже, вот в этот момент ваша поясница растягивается. Благодаря тому, что есть нагрузка на ноги, и это безопасно. Масса вашего тела, то есть нет никакой нагрузки сверху. Можно это делать без ничего, можно еще. Вы потянулись и выводите вверх, всегда вытягиваете. В этот момент вы напрягаете все мышцы спины, позвоночника ниже, вы растягиваете поясничное отдел. То есть даете компрессию позвоночника, которую вы вредно получили в течение дня, неважно, целого дня. Повесив таким образом, что так, привели себя в тонус, достаточно. Ну и третье упражнение, это, конечно же, отжимание. Здесь ничего военного нет. То же самое. Делайте один подход максимально удобным для вас вариант. Отжались, встали. Показать свою вес. Здесь не нужно делать быстро, ни в коем случае не нужно делать, который занимается единоборством, там, на кулаках, это не принципиально. Опять же, задача задействовать мозг, мышцы кора, грудное тело, которое является антагонистом спины. Раз мы качаем спину, должны прокачать грудь. То есть сделали здесь это подходим, ставим. Один подход проделали, этого достаточно. Это первая фаза, называется активное упражнение, если позволяет ситуация, если нет никаких обострений и есть возможность этого сделать. Переходим к второй части. Назвали ее условно пассивная фаза. То есть представьте, не дай бог, вокруг ситуации, не подтягивайся на турниках, много отжиматься, подтягиваться, приседать, есть проблема. В таком случае хорошо будет использовать статическую нагрузку. Первое, что она дает? Мышцы все равно напрягаются. Динамика, конечно, минимум, но это позволит вам, опять же, даже в условиях куба блиндажа в течение 5 минут в день поддержать свой тонус. Что для этого нужно? То есть это использовать обычный палочку. Вот он стоит. В этот момент у вас напрягаются мышцы тела, живот и спина. То есть то, что портится под тоником, то, что портится под тяжестью. Дальше. Второй момент из этого переходим. Очень часто проблемы со спиной возникают при непривычных скручиваниях. Резко. Все эти скручивания избежать будет невозможно. Потому что показывают правильный присест, но укрепить, подготовиться, это возможно. Поэтому мы стоим ровно. Можно на время положить телефон, минута. Второе положение. Укрепляем боковые части, которые дают возможность противостоять каким косым нагрузкам. Сделали второй блок. Сделали третий блок. После этого добавили мышцы спины и живота. Это может быть небольшая складка, может быть полускладка. Полежали. Чем полезнее такой комплекс, он требует минимум места. То есть вам не надо даже будет, не дай бог, лазить на блиндажа или из-за бока. Это все делается одним кругом. Постояли в одном положении, в другом. Буквально по минуте. Находившись в этом положении, дальше переходим к статической нагрузке на ноги. Вот мы сели, да? И продолжаем напрягать мышцы ног. Для того, чтобы включить плечевой пояс, добавляем доворот на плечевой пояс. Если кто-то хочет, может попробовать на себе. Есть желающие? Понятно. То есть это вторая часть статическая. Она пассивная, но она позволит вам поддержать тело как минимум в том же тонусе 5-6 минут в день, и вы сможете избежать эпилептической атрофии. И третья часть, хочу коснуться на КРХ, опять же, пациента позвоночника, который целый день будет испытывать осевые нагрузки. Будь то при беге, будь то при скачках, у вас постоянно присутствует позвоночник. Что рекомендуют реабилитологи в таком случае? Это упражнение на растяжку. Конечно же, специальных приборов каких-то быть не может, поэтому есть такая, может быть, вам будет смешная, называется поза из йоги, называется собака мелодемийская. То есть она позволяет на скорой помощи растянуть спину. То есть после того, как вы проделали все эти упражнения на полу, элементарно,
и вытягиваем поясничное отдел. В этот момент ресет у вас находится в растянутом положении. То есть вы даете полностью декомпрессию позвоночнику. То есть постоянно главной пяткой будет стоять на полу, голова вниз. При возможности подвигаем руки ближе. При возможности подвигаем руки еще ближе. Естественно, чем ближе, тем растяжка больше. Таким образом, это все у вас займет 6, 7, 8 минут. Еще раз хотел бы сказать, что не нужно делать тяжелых тренировок, это вредно. Организм будет требовать восстановления, требовать дополнительного питания. То есть это, как говорится, до наикарщих сил. Требуется держать себя немножко в тонусе, растянуться. И таким образом, в случае возникшей какой-то ситуации экстраординарной, вы сможете избежать неприятных моментов. Это, в принципе, как бы все основное, что я хотел вам сказать. Если кто-то хочет попробовать, если какие-то еще вопросы, задавайте, заходите, объясним, расскажем. Ребят, у кого-то есть проблемы физические со спиной, но некоторые жалуются. У Владимира есть проблемы со спиной. Ну, сейчас могу задать вопрос, получить какой-то ответ. Где болит и как с этим бороться? Не стесняйся. Вот, между лопатками. Что еще касается по поводу между лопатками? Когда вы носите автомат на одном плече, допустим, на этом, да? Вот эта мышца постоянно находится в состоянии гипертонуса. То есть она на себя все берет, автоматически эта часть натягивается. Естественно, возникает мышечный спазм, который задавливает этот нерв. То, о чем я говорил, растяжка. Даже если нет перелиса, просто торчать, взялся, тянет в одну сторону, взялся, тянет в другую. Также нужно выполнять это сидя. Не вылазит, одну ногу сел, потянул спину. Это очень важно. Давайте каждому действию требуется свое противодействие. Целый вид на автоматом по привычке такой на одном плече. Это неизбежно, это по-любому. Еще можно много упражнений показывать, которые на растяжке, но я думаю, они там будут не совсем уместны, потому что не надо. Но найти какую-то палку, какое-то дерево, даже просто к разному уровню, можно потянуться здесь. Еще есть такое упражнение, как это называют, скорая помощь. Мы стоим ровно, тут мы позвоночник наблюдаем. Чем ниже берется, мы смещаем оценку. Прогнулись, округлились. Одной рукой, другой рукой. То есть в течение дня, когда есть возможность снять бродик, снять автомат, это все занимает буквально 3-4 минуты. Каждый день по чуть-чуть. С утра, когда есть время, главное не забывать, постоянно подкидывать этот антидот. И я думаю, ну, как минимум, дожить до лучших времен, когда будет возможность реабилитироваться, это поможет. Это как минимум. То, что можно сделать по полной блиндажной услуге. Еще есть. Кто со спиной? Кто может вопрос? Я кто? Ладно, вопрос. Любую проблему нужно решать частей. Сначала нужно задача. И того нужно растягивать. Два компонента. Даже если там получится банка самая недавно, которая возможно спорт, поддержать тонус, любые элементарные растяжки, растянуться. Если противодействие, если какой-то физическая нагрузка, если не только растяжки, они мышцы тоже расслаблены, опять же, для получения сверхфизической нагрузки, мышцы слабые, она придется не на мышцы, а на позвоночник. Поэтому, если противодействие, физика растяжка, сухая растяжка, вот в таком элементарном
Да, слышу. Материал, слышно, много, но опять же, периодически. Но вот то, что я сейчас говорил, если полевые условия начать пытаться прокачивать, это не будет не то, что хорошо, это будет даже вредно. Потому что после любой физической работы тело требует восстановления. Если в этот момент это мозг включает тело, требует восстановления, будет прилететь, ты можешь не успеть подсобраться. Поэтому вот эти упражнения, вот эти метады, здесь не имеют такого. Вот, поэтому как бы мы выбрали эти 3 простых упражнения, активных и пассивных, которые помогут наращивать силы. Потому что в полевых условиях занимать. Опять же, если времени чуть побольше, и дай бог, там все в порядке, используем активные упражнения. Приседали, которые я показал, они задействуют практически все тело. Плечи, ноги, то есть подтягивание и отжимание. Это прорабатывается практически все тело. Шею, как правило, делают регулярно, то есть те же самые движения, которые мы делаем в жизни, тоже на скамье, подъем назад, вниз, боковые кросы. Голова находится сюда, элементарно, так дышит, покачивает, что приводишь просто в тонус. Любая скамья, голова свисает. Без дополнительных действий, как минимум, элементарная зарядка с утра. Движение вперед-назад, самое простое, что делаем. Потом боковые наклоны, вправо-влево. Эта зарядка поможет как минимум избежать при резких воздействиях, хроник шейного спазма. Вот. Вперед-назад, вправо-влево, повороты. И потом уже в конце добавляем круговые движения. Эта зарядка может делаться с утра, то есть улучшает приток крови головному мозгу, мышца просто прорабатывается, шейный позвонок разминается, накачать не замечаешь, но это поможет избежать шейного спазма во время резкой работы с дополнительными вещами. Смотри, да, ребята, которые помоложе, заканчивают уже есть. Тогда борцовский мозг не подойдет однозначно, это опасно. То есть только, вот, как я сказал, собственным весом, дополнительным, просто укрепляешь эти мышцы, продвижение переросла в прыжку. Надо добавлять растяжки, время, это уже отдельная история. А так просто вот элементарная зарядка для шеи, которая не даст В целом, если вопросов больше нет, есть еще Нет, я мы все сказали, то есть если хотите, мы потом ссылочку сделаю в описании, кто захочет пересмотреть. Если что, связывайтесь напрямую, будут еще вопросы, то мы победим, расскажем о проблемах. Хорошо. Ну, вдруг там на связи, на телефоне, видео перебили, то есть всем сможем, всем поможем. Хорошо. Как говорится, мы не прощаемся, даже если возникнут в процессе полевых условий какие-то вопросы, мы для вас сделаем каким-то этим вопросом специальный видеоролик отправим. Мы реабилитация. Ну, мало ли, да, то есть задавайте, если чем сможет, у нас есть хороший доктор, наш товарищ, врач-реабилитолог, заведующий нашей кафедрой из реабилитации нейрохирургии. Да, если мы с ним сотрудничаем уже знакомы с ним лет 15 и больше, то есть вплоть до того, что поедем к нему, берем дополнительную информацию с ними, видеоматериалы отправим. Правильно. Хорошо. Все, спасибо. Всем спасибо за внимание.